Все мы прекрасно знаем, что Windows не славится своей стойкостью. Достаточно в системе попользоваться больше, чем браузером и телегой, и она у вас не проживет и года. Но то, что я вам покажу в этом ролике, доведет всю ситуацию до вершины абсурда. В этом видео я расскажу о том, как убить Windows за полминуты. Вечером 1 января мы сидели с моим другом Никитой в Дискорде. Он тогда по приколу сидел на Windows 11.21H2, и я уже даже не помню зачем, использовал скрипт на запуск программы от имени Trusted Installer. Trusted Installer — это некий пользователь Windows, который блокирует какие-либо действия с системными файлами, то есть как бы защищая их от удаления, переименования и, казалось бы, перемещения. И я по приколу ему предложил удалить какую-нибудь системную папку. Я специально пошел искать максимально пустое и бесполезное. И тут я ему говорю: о, а удали Globalization, она вроде со времен Windows 7 никак не задействована. И Никита мне ответил: да, там вроде тема Россия лежит. Поэтому Никита со спокойной душой удалил папку одним нажатием. Без каких-либо диалогов о том, что у него нету каких-то там прав. Но потом у Никиты проводник ушел в бесконечную перезагрузку. Он решил перезагрузиться, но дела стали хуже. После логотипа Windows вместо экрана блокировки он ничего не увидел. И дело даже не в том, что у него зрение минус 6, а в том, что мы полностью сломали какую-либо привязку классов системы. И я, как настоящий лучший друг, решил ему помочь в беде. Я хотел перетащить папку Globalization на рабочий стол, и в этот момент Windows решила, что нужно сделать именно перенос, а не копирование папки. После этого я сделал, конечно же, архив для Никиты, но обратно себе папку я вернуть не смог, потому что у меня перестал отображаться контроль учетных записей, который вылезает, когда нужны права администратора. Но дело в том, что это системная папка, и мне система вообще не должна была позволить ее перенести. И мы сразу догадались зайти в безопасный режим. Правда, он у нас, кстати, тоже работать перестал. Теперь технический вопрос. Что же происходит с системой из-за отсутствия буквально одной папки весом около 50 мегабайт? На самом деле, за весь этот цирк и буквально за самую главную составляющую работы системы отвечает один файлик весом 3 мегабайта. Это sortdefault.nls, который находится в папке sorting. Он никак не открывается через какие-либо текстовые редакторы или архиваторы, но вероятно он отвечает за привязку языков к приложениям. Если конкретнее, в Windows есть MUI файлы, которые играют роль локализации системы. То есть условно notepad.exe.mui в папке ruru — это русскоязычный блокнот, а в этих MUI файлах есть строчки, типа 1 это вкладка файл, 2 это правка и так далее. А этот sortDefault.nls, скорее всего, буквально отвечает за расстановку или привязку этих единичек, двоек и так далее. То есть система теряет привязку к языку, там где она имеется. А имеется она почти везде. То есть, чтобы сломать систему, нам нужно всего лишь вытащить папку Globalization, допустим, на рабочий стол. Иронично, но именно sortDefault вытащить нельзя, там почему-то вылезает диалог о нехватке прав. При попытке открыть WinVer у нас слетают копирайты системы. Никакого упоминания Microsoft или конкретной версии Windows у нас больше не будет. Также ломаются параметры, Paint и какие-либо UEP приложения. То есть, грубо говоря, у нас ломается вся ее платформа. Помимо параметров, у нас отвалилась практически вся работа панели задач. У нас перестали работать быстрые настройки, панель уведомлений и даже меню на ПКМ по приложению. Перестала работать экранная лупа, экранная клавиатура и даже калькулятор с блокнотом. У нас еще и отвалились какие-либо сторонние приложения. То есть затрагиваются даже сторонние программы и библиотеки. А Google Chrome выдает бесконечную инициализацию. Установщик Mozilla Firefox моментально зависает и больше не работает. А Steam думает, что система оффлайн. Диспетчер задач тоже отвалился. Теперь запускается старая версия из Windows 8, а если попытаться перезагрузить проводник, он больше не запускается. А при попытке его вызвать, Windows сообщает, что его не существует. Если нажать обзор, чтобы хотя бы попасть на псевдопроводник, диспетчер задач теперь вылетает. Нам ничего не остается, кроме как перезагрузиться, и после перезапуска мы теперь видим только ошибку, которую, кстати, нельзя закрыть. Для того, чтобы починить и вернуть все на место, нам нужно попасть в меню восстановления. Для этого попадаем на логотип Windows при загрузке и резко перезагружаемся. Нам нужно повторить это раза 2-3. Жмем дополнительные параметры, поиски устранения неисправностей, дополнительные параметры системы и открываем командную строку. Нам всего лишь нужно прописать блокнот. В нем открыть, например, меню открытия файла и уже вернуть папку Sorting или же Globalization обратно. Блокнот в этом меню проводник не обновляет, поэтому можно нажать F5. После этого у вас полностью рабочая система, без каких-либо последствий или осадков. А на этом у меня все.
Если вам понравился ролик, можете поставить лайк и подписаться на канал. Справа, как обычно, благодарность спонсорам. У меня, кстати, есть телеграм-канал, на котором уже почти 10 тысяч подписчиков. Ну а также Бусти, где можно купить платную подписку и получить разные плюшки. Желаю всем удачи и до скорой встречи.